когда я вижу такие лодки. Ну да, примерно чего-то такого я и ожидаю. Дамы и господа, приветствую всех, с вами Сэр Холмс, и это продолжение прохождения Tamriel Rebuild Morrowind. И в этом эпизоде, я думаю, мы на какое-то время еще по-любому задержимся в Басморе, потому что вы знаете, как я это дотошно люблю все изучать. А на повестке дня у нас квест от местного хаджита. Сгоняй, говорит, в шахту, которая расположена, с его слов, на запад от Басморы. Но при этом другие местные говорят, что иди, мол, на север, покинь город с севера и иди по дороге, пока ты не увидишь мост. Немного дезориентирует, как всегда, это в Моровинде, но я думаю, что, скорее всего, все-таки надо на запад. В общем, вот этот вот берег, где-то там эта шахта, но, может быть, я и не доберусь за этот эпизод до нее, посмотрим. Я еще не был в их гостинице, главной достопримечательности. И еще не все свои штуки продал. Вот, поэтому будем посмотреть, что у нас здесь. Так. Может, чего расскажешь про эту гостиницу? Это, говорит, у нас паб. Сейчас все довольно спокойно, поэтому у нас есть свободные кровати. Окей. Я, по-моему, где-то опять потерял свою скуму, да? Надо будет потом ее отыскать. Вот тут не то, чтобы много чего можно наторговать. Но можно, наверное, организовать себе обед. Хотя я не помню, я, возможно, уже обедал в прошлом эпизоде, но прошлый эпизод случился для меня недели полторы назад. Поэтому я, наверное, даже не буду продавать эту суджаму. А вот жемчуга, пожалуй. Да, так будет оптимально. Ну и стандартно. Я, говорит, заправляю в этой гостинице с моим другом. Эти данмерские имена. Гилам Сарлис. Ну ладно, это не так еще ужасно, как могло быть. Ну или, по крайней мере, так было раньше, говорит. Гилам исчез не так давно. И теперь мне приходится одному со всем этим справляться. Так, а поподробнее. А поподробнее он, похоже, не хочет. Почему-то. Это я все знаю. Басмора. Это я тоже все знаю. Это про эту шахту. Да, почему-то. Ну, может, это какой-то недоделанный квест, который, возможно, когда-нибудь появится в будущем. А возможно, надо еще у кого-то спросить по этому поводу будет. Ладно. Ну, кровать пока я тут не буду у них арендовать. Еще не вечер, так сказать. Да, обеды, конечно, в Моровинде, особенно с алкоголем, проходят весело. Со всеми этими звуковыми эффектами. Я на самом деле не вижу смысла тут задерживаться долго. Ну, можно, конечно, поболтать с обывателями, например, с этим. Но он, по-моему, ничего интересного не говорит. Тут я охотник, добываю мясо, все такое.
Слухи. А слухи на слуху одни и те же у всех. Поэтому я, пожалуй, пойду отсюда. Ну, если так и дальше пойдет, то может статься, что до шахты я успею добраться за этот эпизод. Так, это что? А, это храм. Это южный выход, да, из города? По-моему, кстати, я через него и пришел, нет? Нет, кстати. Мой интеллект все еще страдает из-за данмерского алкоголя, но сейчас все нормально. Храм. Ну, надо зайти, наверное, раз уж я тут. Что интересного скажете? О, тут много чего интересного могут сказать. Так, ну, кстати, может быть, тут можно что-то продать у них. Некий Салмс тренирует меня быть целительницей, говорит. О, я, кажется, придумал, чем заняться. Где? А вот. Сбежавший вор, говорят, в Басморе завелся. Это интересно. Все говорят про вот эту вот проблему с вором, но есть ли тут какой-то квест или как его получить, я пока не понимаю. Speak, traveler. Здравствуйте. Так. Вся моя семья связана с храмом. Очень предан трибуналу. Так, ладно. В Басморе говорит, хорошо. Хорошо. Но, тем не менее, опять же, ничего нового. А где тут у вас учитель-то? Учитель где? Пожалуйста, оставь меня в покое. Да ладно вам. Я не сильно-то и докапываюсь. Ты учитель? О, да, это он. О, да, даже поторговать с ним можно. У него, по-моему, вообще даже самые стандартные реплики. Только для членов храма. Ну, ладно. Хорошо, в храме тоже ничего для нас не подготовили. Сейчас я начал вспоминать. У нас есть некое плато в Басморе. И на этом плато вроде как тоже интересные какие-то личности проживают. Это я в чьи-то апартаменты завалился. О! Тут что-то интересное похоже. Рилм Саравин мне говорит, ты не отсюда, поэтому ты тоже можешь быть одной из жертв этих обманщиков. Ну, как бы то ни было, чего ты хочешь, чужестранец? Ну-ка давай про обманы, про эти. Ничего такого, кроме пары одиночных инцидентов. Тем не менее, даже сама идея о том, что какое бы то ни было преступление
случается на территории Индарила, это уже достаточно, чтобы заставить народ сплетничать и доносить это, в общем, до сведения дома. Но я занят более значимыми вещами, что-то связанное с политикой. Возможно, я бы мог помочь с расследованием, конечно, кто еще. Ну а почему бы и нет? Об этом и так уже все знают. И чужестранец мог бы здесь сработать лучше в выведывании информации, чем стража. Фарис сообщают, что в их особняке произошло несколько краж. Салмс Андала в храме также сообщил о пропаже нескольких ценных вещей. С этих мест и стоит начать расследование. Посмотрим, сможешь ли ты что-то выяснить. Несмотря на все попытки стражи, у нас пока еще никакого прогресса нет. Само собой, тот, кто за этим всем стоит, еще не раскрыт. Так. Ну, насколько я понимаю, из этой фразы он подозревает Хаджита, у которого я взял квест в прошлом эпизоде. Говорит, что я бы не прочь на него все спереть и избавиться уже от этого. Но надо порасследовать, говорит. Порасследовать для вида надо. Вот, другой подозреваемый — это Босмер Элигел. Он прибыл в Басмору перед тем, как начались эти кражи. Допроси этих двух и доложи мне все, что узнаешь. Но мне теперь думается, что неплохо было бы, возможно, сходить в шахту сначала. Может быть, там как раз эти воры и засели. Да, этот Хаджит засоряет улицы Басморы своим присутствием уже некоторое время тут. Он называет себя торговцем. Ну, это, в общем, все имперские законы, за которыми приходится его терпеть тут. Угу, да, этот остановился в храме. Так, ну, эта игра меня научила тому, что к таким квестам надо подходить осторожно. Ну, наверное, как-нибудь потихонечку попробую с ними поговорить сейчас. How do you do, Argonian? Так. Увеличим наши шансы на успешный диалог. А тут не так уж много реплик-то с ней. Ну, расскажи о себе. Не так уж много есть о чем рассказывать на самом деле. Я просто посетила Басмору, и у меня есть друг, который работает в храме, поэтому
Я думала, почему бы не зайти. Я не очень-то в этой религии во всей на самом деле. Ладно. Подозрительно. А что за друг? Забавно. В общем, с ней поговорить особо даже и нельзя. Ладно, возможно, наш целитель-учитель захочет этот вопрос обсудить. Speak, traveler. Что он меня еще меньше любить стал за это время. Ну-ка. О, так-то лучше. Так, вот сейчас надо осторожно. Я уже видел, что с ним можно поговорить по поводу эльфийки лесной. Надо посмотреть, возможно, есть какие-то еще более подходящие фразы. Вот слухи. Слухи он как раз говорит о том, что да, у нас тут есть воры. Но по сути ничего кроме этого. Да. Ну, короче, говорит, что не думаю, что она во всем виновата. Ну, ладно. У меня на самом деле складывается впечатление, что тут просто этот аспект квеста мог быть просто не проработанным. И нам просто не дают возможности пойти по ложному следу. Так что, похоже, да. Ну, можно поговорить с Хаджитом еще раз. Но Хаджит, я уверен, начнет... Оставь меня, говорит. Ну какой, смотри, сразу меня не любит. Прошу прощения, говорит Аргонянин. Почему ты здесь? У тебя есть разрешение находиться в этом убежище? Оно не открыто для общей публики. Поэтому, если у тебя здесь нет дел, пожалуйста, уйди отсюда. Ладно, ладно. Это не убежище, это хранилище. Индарил. А как-то в него еще можно попасть, интересно, кроме как... Ну, если и можно, то это не очевидно. Тут просто особняки. Чё это? Захваченный дом. Ага, нормально, тут лунный сахар валяется. Скума. Вы, короче, сделали рейд на притон, да? Это дом Балама кого? Артре. Вора. Мы его захватили. И его собственность это сейчас собственность дома Индарил. А не ты ли его поймал? Не заморачивайся в поисках доказательств. У нас их уже достаточно. А я тут при чем? Очень интересно, знаете, мне кажется, этот квест сломан. Может быть, это как раз дом вора, которого я только начал искать, а он уже типа захвачен. Поэтому он говорит, что не ты ли этого вора поймал, мол. Забавно. Ну ладно, как бы то ни было, надо это довести до конца. До какой-то логической точки. Ну, может быть,
не сам квест сломан, а я его сломал своими переустановками сборки. Ладно, я еще раз поговорю с Хаджитом. Ну и тем временем вечеряет, кстати говоря. Ну, с ним тоже новых реплик не появилось. Ну ладно, значит все дороги ведут в шахту в эту. А, Хаджит, продай батат. У тебя же его куча вообще. Кстати, не припомню, что столько сахара лунного у него было в продаже. Жесть, конечно. Так, ну хорошо, все, значит, Speak, traveler. на ужин пепельный батат. Our doors are always open. Комната в гостинице на ночь. И с утра двинем искать эту шахту. Мне одному кажется, что в Моровинде вообще все гостиницы сдают кровати за 10 септимов. Вот в Обливионе точно было разделение по степени богатства гостиниц. May I help? Speak, traveler. Так, ну. С раннего утра самого отправлюсь искать шахту. Так, вот он, северный выход из города. Потом надо идти до моста. Мне почему-то все равно при этом хочется идти сюда. Потому что, ну, здесь я на самом деле был уже. Там как-то я не видел никаких шахт. Может быть, вот эта дорога, кстати. А, ну, это, по-моему, единственная дорога, которая тут подходит нам. Да, двину-ка по ней. Ну, вы чувствуете это, да? Насколько менее проработаны все-таки эти земли, восточные, по сравнению с последними западными. То есть сколько квестов в одном только старом Эбенгарде, вокруг которого, по сути, крутились события всех моих серий, которые, ну, практически в течение года уже. И насколько тут один сломанный квест какой-то. Но, с другой стороны, это нам, вероятно, даст возможность... А нет ли шахта? В дереве, смотрите, прям. Даст возможность быстренько это все изучить. Так. Ну, это не то, что нам надо, но сюда я зайду еще обязательно. Это выглядит интересно. Как будто хижина ведьмы какая-то. В дереве в старом. Ага. А вот здесь я был. Приходил как раз-таки с севера сюда. Тут тоже есть мост. Я подозреваю, имелся в виду как раз он. Но вообще это, конечно, далеко уже не запад от Басморы. Я, скорее всего, заблудился. Но раз уж я сюда пришел... Вот он, мост. Я попробую тут немного погулять. Может быть, найду чего другого интересного.
когда я вижу такие лодки. Ну да, примерно чего-то такого я и ожидаю. Тихо, тихо там. Так. Тут лучше. Ну вы камикадзе, конечно, все, друзья. Ты смотри, какой плотный. Вот мне бы сейчас не помешало, конечно, запас сил восполнить. Ничего себе. Я не ожидал такой плотности от вас. Интересно, ребята. Короче, надо заесть стресс. Давненько я не видел, что настолько много всего было в инвентаре у NPC. Причем каких-то вот таких вот практически рандомных. И агрессивных. И впервые вижу стрелы из пробочника. Так, подожди, а вот хорошие вина у него есть. Стрелы из пробочника, это надо оценить. Ничего себе, они кривые. Неужто не с чего было делать стрелы больше? Так, ладно. Шахту я не нашел, но нашел вот этих ребят. Тоже, в общем-то, неплохо. В какой-то степени это было интересно. Новый опыт, знаете ли. А еще тут довольно интересная местность такая. С перепадами высот вся. Отсюда можно допрыгнуть до того берега аж, ну. Надо же посмотреть, что у них там было. Так, ну, мне кажется, можно официально заявить, что шахту я тут точно не найду уже. Ого! А может, к черту эту шахту, смотрите на это. Давненько я не видел, так сказать, пропер доэдических святилищ. Так, ладно, я сначала все-таки... Ладно, давайте это будет тоже на потом. Точка интереса. Мне хочется все-таки сначала довести дело до конца. С контрабандистами, шахтами и прочим. Так, где там у меня? Вот. Вот их лагерь.
не сказать, что они сильно тут нажились товаром. Да, и похоже, мне надо просто тупо возвращаться сейчас. Так, а ты на меня нападаешь, что ли, друг? Давай не надо, оставайся там. Это не твоя война, Гуар. Ну, серьезно. Интересно, а Гуар влезет на этот мост? Готов поспорить, что нет. Ха! Вот вам гайд, как избавиться от назойливых гуаров. Ну, эта шахта по-любому должна быть где-то на этом берегу. Надо только понять, как к ней подступиться. Если здесь у нас двемерские руины... Шахта наверняка не будет вот здесь и в каких-то ближайших окрестностях. Это как будто... Что-то на нее похоже. Но, тем не менее, нет. Ладно. В это я тоже зайду потом. Я нашел все, но только не шахту. Басмора уже тут. Ну ладно, я понял. В общем, надо было идти не в ту сторону. Изначально. Вот где-то здесь, наверное, рядом с этими двемерскими руинками я ее найду. Ну, зато это был прекрасный повод, как следует изучить эту местность. Она, наверное, здесь. Вот я вижу лодку. А там, где лодка, там в Моровинде обычный контрабандист. Да, это она. Отлично. Вот здесь вы можете наблюдать рацион контрабандистов, кстати, а не прочь. И сам. Ага, сушеная рыба, хлеб, все дела. Так, этого вроде добра у меня хватает. Итак. О, меня заметили. Эй, ты не должен быть здесь. Ты должен уйти. А чё это? Почему? У нас тут ведутся раскопки. И на тебя у нас нет времени. Говоря по правде, большинство людей на моем месте уже на тебя напали. А я оказываю тебе услугу. Поэтому прими ее и уйди отсюда просто. Можно попробовать воспользоваться красноречием, смотрите. Почему бы нет? Народ в Басморе уже стал подозрительным. Они говорят, что стража за вами как бы приглядывает.
Но мы в любом случае не планировали больше тут вести каких-то дел. Я не знаю, чего ты ожидал, придя сюда, аргонянин. Но ты приносишь хорошие новости. А теперь тебе стоит все-таки уйти. Так. И что? Я типа их убедил? А, ну да, я типа их убедил. Вообще уйти отсюда их убедил. Да, все, ухожу. Ну, это было просто и странно, я так скажу. Ну, хорошо, ладно. Пошли в Басмору. Ну, и по сравнению с квестами в Старом Эбенгарде, опять же, похоже, эти куда еще легче. В Старом Эбенгарде мне не хватает... Ого, вот эта банда. Моего красноречия не хватало даже, чтобы пекаря убедить заплатить подати. А здесь я вообще не напрягаюсь. Смог, получается, убедить кучу контрабандистов покинуть эту местность. Ну окей. Подозрительно ты тут стоишь. Go ahead. I'm listening. Привет, аргонянин. Ты случайно не видел группу бретонцев, которые тут прошли мимо, нет? Да, я и мой друг охотники на драконов из Хайрока. Мы давненько уже не говорили. Но... Вот, ну, тут, наверное, он имеет в виду, что пришло послание от другого друга, чтобы встретиться в Басморе. Вот что-то такое. И я тут уже довольно давно жду, и он все еще не пришел. Не мог бы ты помочь мне разыскать его? Смотрите, я не ожидал, что тут еще что-то могу найти, какой-то квест. Я давненько уже не бывал в Басморе. Но, полагаю, здесь должна быть пещера. Охотники на драконов. Пещеры с драконьими яйцами. Ну, короче, я, похоже, понимаю, о чем он. Все драконьи яйца, которые будут найдены, будут складироваться в этой пещере. Это самый простой способ раскопки, прежде чем они проклюнутся, что-то такое. Весьма умно придумано, я думаю. Наш лидер Даревальд был весьма горд собой. Ты, кажись, из этих контрабандистов, да? Охотники на драконов. Похоже, надо еще у кого-то это уточнять. Speak, traveler. Так, Хаджит, у меня тебе хорошие новости. Плохие люди покинут Басмору? Кисин очень благодарен. Возможно, ты найдешь пользу в этих прекрасных камнях. Плохие люди заставили Кисина купить их, а Кисин с такими вещами дел не ведет. Да, и поскорее припрячь их в карманы, а то стражники чего плохого подумают. Ладно, спасибо. 2 эбонита мне дал. Они ж тяжелые, как черти. Ну ладно, не настолько, но все равно. Тут даже сбыть награбленное это некому в этой Басморе. Хотя якобы тут вон рынок у вас и все такое.
Так, группа бретонцев. Ты имеешь в виду орден Восточного Яйца? Орден Восточного Яйца. Прекрасно. Эти ненормальные? Ну, я уже давненько о них не слышал, уже год как. Когда они прибыли в Басмору, они частенько говорили о драконах и драконьих яйцах. Что, реально, что ли? А большего я не знаю. Но я помню, что один из них вызвал какие-то проблемы в прошлом году. Возможно, тебе стоит спросить кого-нибудь поважнее в этом городе. Ну, я все еще не особо верю, что они экшел-охотники за драконами. Ну, посмотрим. Забавно окажется, если действительно так. Так, теперь мне надо поговорить с этим капитаном, или кто он там был. Найти бы его еще, конечно. Тут что-то немного с растительностью нехорошее случилось еще. Оно так не должно быть, наверное. Вот опять же, наверное, из-за реплейсеров или переустановки сборки. Оно вот так вот кривенько. Но, в принципе, не настолько ужасно, насколько могло бы быть, так что ладно. Но вот эта задумка с такими путями вокруг деревьев, это неплохо, по-моему. Так. А этот квест, похоже, отдельный. Так. Да, похоже, все оказалось не так просто, как я думал. То есть квест от Хаджита я сделал, а квест на вот эти вот... На воров еще нет. Итак, он говорит, у нас тут не так часто встречаются бретонцы. Ну, за исключением Генрика. Поэтому я действительно помню эту группу. Но я давненько их уже не видел. Но я припоминаю, что их позвали предотвратить, насколько я понимаю, драку между Элам Серит и одним из них. Вот этой вот таверне, гостинице Звездного Света. Возможно, он что-то сможет тебе сказать. Так, ладно. По горячим следам, так сказать. Вот она, да? Он, может быть, как раз про этого и говорил, который мне задание дал. Так, действительно, тут бретонцев я никаких не вижу, кроме него. Ну, тут тоже новых нет реплик. Ничего нового мне не говорят. Может быть, ты? Тоже нет. Этих я даже не вижу смысла спрашивать о чем-то. Go ahead. I'm listening. Ладно, пока непонятно. Давайте тогда к этому уже в следующем эпизоде обратимся полностью. Возможно, за кадром еще надо будет тут поизучать, что с этим можно сделать, всем безобразием. Вот, и продолжим это все дело. А пока что спасибо вам за внимание. Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild, лайки, подписки и пока-пока.